Так, сейчас. У меня тоже две дорожки будут на всякий случай, потому что, блин, микрофон отходит иногда. Я так смотрю, мы с тобой наученные горькими опытами. Да, вообще, блин. Так, хорошо. Ты спрашивал про Калининград. Да, я решил пожить в Калининграде. Ты был, кстати? В Калининграде ни разу. Вот Мгм. меня сколько звали, я ни разу не доезжал, слышал очень много всего крутого, но как-то пока не приходилось Мгм. Ну, тебе недалеко, в пожить. принципе. Подожди, а ты же собирался в Нижнем Новгороде пожить, нет? Вот, я собирался пожить в Нижнем Новгороде, но я там пожил 2 недели, и мне хватило. Так, вау. То есть, Это у тебя быстрое принятие решений происходит. знаешь, в английском есть такое выражение, мои ученики меня учат английскому, second impression, что-то вроде того. Угу. То есть Ну, ты типа думаешь есть first одно, impression, а есть second impression. а когда ты там уже побывал, совершенно другое. Ну, да, мне там стало тесновато, я понял, что там 20 исторических улиц, и они закончились. То есть это не как с Петербургом, да, когда ты можешь годами гулять по разным улицам, и Изучать город, да. да, Изучать город и его все равно не изучить до конца. по сути, я понял, что у нас два таких города, это Москва и Петербург. Все, остальные, ну, то есть исторический центр есть где-то, дай бог, но он маленький. Вся остальная часть, она советская, как правило, либо современная. А как тебе Кёник тогда? Вот Кёник как раз-таки мне понравился. У меня, кстати, был выпуск про Калининград, но я приезжал зимой, и я даже не был в Амалинау. Это самый исторический квартал. Я почему-то его пропустил. М. Короче, я подумал, что здесь нужно, ну, как и в любой другой город, прийти в центр, и в центре вся красота будет. Но нет, как раз-таки центр бомбили, а вся красота, она на периферии. И вот только сейчас я ее открыл, и, блин, ну, я не хочу загадывать, не хочу, чтобы было так же, как с Нижним, типа 2 недели прошло, и все, и я уехал. Но пока мне очень нравится. То есть очень зелено, очень исторически, то есть много всяких старых зданий. Вот. Круто. А ты не был в южных городах России? Ну, там, например, вот уже которые как бы считаются чуть более отдаленными местами. Например, Дагестан. Ты еще не был? В Махачкале, Дербенте был. Вот. Дербент мне в этом году очень-очень понравился. Просто великолепен. Ну, не для жизни, но так посетить, посмотреть. Я был в очень приятном культурном шоке. Мгм. Ну, Вот. я был там, знаешь, весной, и еще не расцвели там, А. не расцвело ничего, да, то есть были голые деревья, а, ну и пасмурно довольно было, поэтому не знаю. Ну, я понял, да, иногда на впечатление это влияет. У меня просто такая странная ситуация, у меня 2 года подряд повторяется одно и то же лето. Вот. Ну, отчасти из-за экспедиции, отчасти из-за того, что просто мне понравился этот маршрут. Я сначала еду в Дагестан, а потом еду в экспедицию как бы копать Керчь. Мгм. И я надеюсь, еще какие-то ближайшие годы я смогу повторять тот же самый маршрут, хотя Дагестан я, наверное, по впечатлениям вычерпал. Мгм. Но я первые пару раз, собственно, который там появлялся, находился в очень большом, опять же, культурном шоке. Это Мгм. классное место. Да, вычерпал Поэтому впечатление, это, кстати, хорошо ты стоит, сказал. да. Это у меня тоже так и бывает. Ну вот было с Нижним сейчас. Надо по деревням, надо по маленьким населенным пунктам, уже которые, если там про Дагестан говорить, которые в горах находятся. Вот мне все, с кем я не разговаривал из местных, все говорили, надо ехать в горы. Города это вообще не то, поэтому, может быть, в следующий раз в горы, в горы, в горы. Мгм. Понятно. Классный у нас small talk, да, и, кстати, Разгоняемся. да, я еще хотел затронуть, у меня был выпуск про волосы, и можно у тебя спросить, ты первый раз покрасил волосы или... Да, да. Да, расскажи. Я очень доволен, потому что как-то, ну знаешь, я это сделал между Дагестаном и экспедицией в этом году. В Дагестан приезжаешь, и все очень сдержанно одеты, все очень Да. сдержанные в внешнем самовыражении. Мгм. И как-то я так
впечатлением от этого, думаю, меня выстрелило в обратную сторону, можно Мгм. так сказать. Под Ты перед впечатлением от этого Дагестаном или после? Нет, Пока после, остался? После. после, Окей. после. Сейчас Это, дорога закрыта в этот да, регион, да? это было бы неосмотрительно с моей стороны, но с другой стороны, я видел ребят, которые там, в принципе, одеваются стильно. Мгм. То Но все же есть сдержанно. не только черный и серый там присутствует в одежде у людей. Не стоит так думать, но это не воспринимается как что-то постоянное, что-то естественное. А вот здесь, в Питере, в этом плане хорошо. Да. Дагестан, он, кстати, более раскрепощенный, чем даже Чечня. Вот я когда был в Да, Чечне, там, ну, да, девушки, я, кстати, не совсем помню, они все ходят в этих традиционных нарядах или нет? По-моему, нет. Но парни, да, строго по-мужски да, одеты, да, 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 то да. есть каких-то вольностей там нет. Ну вот мне захотелось вольности. Я могу сказать, что мне захотелось вольности. Ну нет, если я поеду туда еще раз, я просто на лысо постригусь. Серьезно? Все. Этого будет достаточно. Ну, я думаю, Татуировки меня тоже не больше поймут, приветствуются если там. я приеду лысый. Мгм. Ну да. Но, в общем, сегодняшняя наша тема, ты уже затронул, да, вскользь, про археологические раскопки мы хотели с тобой поговорить. Это Был такой. твоя деятельность, одна из, да, ты уже сколько лет ездишь на раскопки? Ну вот в этом году это была моя 4-я экспедиция. Мгм. Так получилось, что я в ковид всей этой темой серьезно заинтересовался. До этого я водил иностранных туристов по Петербургу летом. И у меня не было возможности вырваться из этого порочного круга. Как бы вот получалось, что с мая по сентябрь ты полностью в туристической деятельности. Мгм. А когда начался ковид, границы схлопнулись, и, соответственно, до сих пор эта ситуация продолжается. Люди приезжают в очень тщедушных количествах, и водить некого. Но я знаю, что есть еще коллеги, которые в этом остались, задержались, В приняли экскурсиях определенные именно. меры. Да, 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 да. То есть мало людей стало приезжать на экскурсии. Да, я буду чуть Да, простым языком пояснять, потому что нас иностранцы слушают. точно, точно. В общем, я водил экскурсии, и больше я их не вожу. Редко. Крайне редко это остается как бы дополнительной деятельностью, но это мне дало возможность съездить в несколько археологических экспедиций, и я крайне этим доволен. В основном это экспедиции античной направленности, то есть мы копаем Древнюю Грецию. И так вышло, что я 3 раза побывал вот в античной экспедиции, 1 раз я побывал в экспедиции по неолиту. Вот. Если опять нужно простыми словами, неолит — Да. это примерно переходный период между эпохой производящего хозяйства и эпохой охотников-собирателей. Вернее, Мгм. сначала были Мгм. охотники-собиратели, Мгм. которые там не занимались разведением скота или в крайне там, редких случаях занимались им, и не сажали хлеб и прочие зерновые культуры. А вот в неолите все это дело начинается сельское хозяйство, начинается плотная обработка металла, хотя, как бы так сказать, еще орудия находятся на более примитивном уровне. Кстати, Ну, я когда тут охотились, да, то есть прибрал. тоже что-то А вот делали, смотрите. изготавливали. Пока у нас есть еще видео, я так понял, что мы потом перейдем на аудио в какой-то момент. Я тут даже прям притащил пакетик. Вот как бы в неолите, в таком не самом развитом орудия, там, скребки и ножички, они в основном выглядели вот так. То есть как куски обработанного кремния. Так. Не знаю, насколько это сейчас хорошо видно. Ну и потом оно эволюционирует до более развитых форм, более сложных форм. Мне кажется, у меня этого лезвия нет здесь. Нет, вот оно есть. Вот это лезвие. Мгм. Это, ну, это могло быть бритвой, это могло быть скребком. Это режущая кромка, и ей примерно 11,5 тысяч лет. Ого. Меня это тогда крайне поразило, но это совершенно не такая развитая культура, как в античной Греции, конечно же, потому что там уже
Можно сказать, что прям современный человек. В античной Греции это прям просто современный человек. Мгм. И оттуда у меня тоже есть парочка вещей, Сувениры, потом да? покажу. Да, Круто. знаешь, Ну, какая ситуация? Ага, да, у тебя вопрос. да, я хотел бы для тех, кто не совсем понимает вообще, что происходит, мы так резко стартанули. А, Давай начнем с базы. Раскопки, археологические экспедиции, что это такое и зачем это надо? Так, ладно, время выдать базу. Поехали. Ам, Вообще археология традиционно делится на коммерческую и научную. И два этих мира пересекаются крайне редко. Так получилось, что я попал в мир именно научной археологии в качестве волонтера. Потому что, Мгм. ну, коммерческая археология – это то, что в основном спонсируется застройщиками по законам Российской Федерации. Если ты хочешь что-то большое построить, тебе надо провести археологическую экспертизу. То есть тебе надо вызвать Везде команду. Да практически или везде. в исторических местах только? Только, если я правильно понимаю законы эти, только повторная постройка не требует подробной экспертизы. А Мгм. если ты купишь кусок чистого поля где-нибудь в Подмосковье и захочешь там что-то построить, тебе обязательно нужно будет вызвать археологов, чтобы они провели раскопки и подтвердили, что ничего нет. Или наоборот, подтвердили, что что-то есть. Даже обычный А, дом жилой. Ну, то есть Да, не да, многоэтажку, да. а частный. Да, да. А, Пока законы таковы, это пытаются поменять, пытаются упростить процедуру получения этих разрешений на строительство, но вещь очень спорная. И, судя по всему, если все-таки эти законы поменяются в сторону упрощения, будет легче разрушать памятники культуры. Мы этого не очень хотим. Ам, Ну, я думаю, Тем не здесь менее, да. коррупция тоже присутствует, скажем так, потому что, ну, вместо того, чтобы заниматься всем этим, проще кому-то дать денег и просто построить дом. Бывают ситуации, бывают очень неприятные ситуации. Последний раз в Подмосковье это было, я сейчас не вспомню, как городище называлось, но там тоже сравняли с землей памятник культуры примерно 3000-летней давности. Опять, не оперирую профессиональными терминами, хотя очень стараюсь. Тем не менее, да, бывают ситуации, но раскопки научные это немножко другое. Здесь целенаправленное изучение каких-то отдельных уже выявленных памятников культуры. Мгм. Очень много экспедиций ведет конкретно Эрмитаж, государственный музей, самый большой в России. На секундочку, у него больше 30 экспедиций на территории нашего континента. И да, некоторые поры даже были экспедиции зарубежные. Сейчас они по понятным причинам не очень функционируют, но те, которые остались, они остались на территории России и около того. Собственно, в одной из таких как раз я принимаю участие. Мирмикийская археологическая экспедиция. И я туда поехал как волонтер. Вот. Кто такой волонтер? Поясним. Ну, Это я... человек, который за бесплатно едет куда-то помогать с определенным проектом. Хорошо. А как ты заинтересовался этим? Как ты понял, что ты хочешь поехать на раскопки? Ты даже, наверное, при этом присутствовал, потому что у нас в 2019 году был проект «Свой лекторий», и мы рассказывали о разных интересных вещах из области гуманитарного знания. Соответственно, проводя эти лекции, я также слушал лекции у более опытных в этом плане коллег, у просветительских центров, которые на Ютубе постят свои видео, продолжают до сих пор. В ковид это все еще расцвело, потому что, собственно, было очень много прямых эфиров и так далее. Там рассказывали много про археологию. Я как раз с одного из таких каналов узнал, что есть набор в археологическую экспедицию волонтеров. Ну и буквально в течение 2-3 дней было решено ехать, потому что это всегда было интересно. Тогда первая экспедиция была не совсем там, тоже под Керчью, но, скажем так, в менее близком к цивилизации месте. И там я провел неделю, дней 10, наверное. Мгм. Этого хватило, чтобы понять, что это вот прям вообще мое.
Ну и с тех пор каждое лето я стараюсь появляться. Чем ты там занимался? То есть ты копал, как ты расчищал Эм, Ну кисточкой? смотри, так просто поясню. Когда ты едешь как волонтер на раскопки, есть несколько направлений, в которые ты можешь попасть. Если ты хорошо рисуешь, будучи архитектором, инженером, искусствоведом или просто художником, ты можешь сидеть в теньке. На секундочку, да, лето в России очень жаркое. Мгм. Вот. Особенно на Э, юге, да. Да, и в той стране, в тех регионах это капец как жарко. То есть ты можешь попасть в относительно комфортные условия и работать с материалом, который тебе приносят. Ну, вот, например, принесли тебе с раскопа вот такую деталь. Да, Мгм. вот такую. Это у нас керамика, э, это ножка амфоры. Да? Ну, то есть А тут она вот так вот как у продолжалась. тебя Да? появляются все эти артефакты? То есть это что-то Интересная штука. неценное или... Я расскажу потом. Здесь есть определенный, Или мы это есть вырежем, да? определенный, не, есть определенный, скажем так, процесс фильтрации, через который находки проходят. И если это что-то, не представляющее собой музейного интереса, не представляющее собой научного интереса, что-то, что не подлежит восстановлению, что нельзя зарисовать и восстановить, оно оказывается в отвале. Отвал это такое магическое место, где можно найти все что угодно. Мгм. Но как только находка там оказалась, она как бы лишена контекста, она Мгм. лишена своей исторической ценности. Соответственно, то, что туда попало, если тебе кажется одно интересным, ну, тебе могут разрешить пару штук оттуда позаимствовать. Поэтому вещи, которые попали в отвал, ну, например, вот такая вот ножка амфоры, она уже как бы неинтересна науке, неинтересна музею. То есть либо кому-то раздают, либо Ну, утилизируют. ее можно попросить. Ты можешь подойти к начальству и сказать, ой, а тут какая-то интересная штука, можно я ее позаимствую и потом как бы как сувенирчик себе оставлю. Нет, а если никто не забирает, куда они деют то, что нельзя выставить в музей? Отвал лежит. Ага. Отвал лежит под открытым небом. Валяется. Да, Отвал валяется. скажем так, для человека, который приехал в первый раз на раскопки, я был очень шокирован, когда увидел, сколько античной керамики рядом с раскопками просто раскидано. М, Это в основном черепки, которые очень сложно атрибутировать. Ты не знаешь, откуда они, м. не знаешь, к каким сосудам они принадлежали. Может быть, это была там, черепица, может быть, это была посуда. Но поскольку выяснить этого не получается, Ну, может, получится через пару сотен лет. их иногда применяют для хозяйственных целей всяких. То есть ими можно вымостить дорожку, например, смешать с цементом и вымостить дорожку. Мгм. В принципе, повторное использование, оно практиковалось всю историю человечества. Ну и мы не стесняемся использовать старую посуду как, скажем так, материал, которым можно еще как-то воспользоваться в хозяйственных целях. Да, ты рассказывал, чем ты там занимаешься. Так вот, я сказал, что можно быть художником, если умеешь Так. рисовать, а если ты физически крепок или хочешь как, укреплять здоровье, или тратить его, кто-то скажет, можно выйти постоять на лопате. То Мгм. есть это буквально ты рыхлишь грунт, достаешь грунт, Но очень перекидываешь грунт. аккуратно. В Или нет? зависимости от слоя. М. Ну, есть несколько этапов раскопок, и на первичных этапах, когда тебе нужно просто снять слой, который ваши же коллеги положили в прошлом году, там аккуратность не требуется. То есть это просто Мгм. работа на скорость, работа на батуру, так сказать. Да? Нужно как Мгм. можно больше вытащить земли. Дерна, там, всяком таком. Когда уже доходит до культурного слоя, где начинаются находки, ты вскрываешь это впервые за 2, 3, 10 тысяч лет, в зависимости от того, что именно ты копаешь. Вот там нужна максимальная аккуратность, вот там нужно не пронести материал, не пронести находки. И там уже, да, как ты и говоришь, идут в ход кисточки, идут в ход щетки. Иногда у нас даже был опыт раскопок ложками. Мгм. Вот, ложками, ну, потому что ты идешь очень-очень как бы аккуратный слой, ты вот снимаешь. Бывало, что ты Э, задел что-то ценное лопатой или ложкой? Бывало, бывало. Ну, я думаю, что это э, вещь, во-первых, неизбежная, а во-вторых, если это хоть сколько-то
это заметная находка, по крайней мере, если мы говорим о там, массовом материале, то ложкой ты ничего не сделаешь. Вот лопатой, да, лопатой можно сломать все что угодно, и бывали случаи, это не редко случается, когда достают какую-нибудь статую, а на ней, ну там не статую, а кусок фигурки, а на ней прям современная царапина, видно, что ее задели. Неприятно, стараемся такого избегать, ну, к сожалению, пока мы еще не научились смотреть сквозь землю, было бы классно, если бы можно было сразу увидеть, где что лежит. А нет никаких устройств? То есть только металл можно обнаруживать, а что-то... Да, только металл. По крайней мере, с чем мы работаем, можно обнаружить металл. Ну, есть еще современные технологии типа лидара. Вешается специальный прибор на квадрокоптер. С ним летают над лесом, и сквозь деревья он пеленгует сигнал до земли. Соответственно, ты узнаешь очень скоро, где у тебя пригорки, где у тебя всякие там выпуклости. И если они квадратные, это значит, там кто-то что-то когда-то строил. Примерно так. Но это пока все приборы, о которых, по крайней мере, мне известно. В основном приходится все руками узнавать. Вот. А еще направление. Да? Ты спрашивал, что можно еще делать. Можно носить ведра и катать тачки. Вот. Ты знаешь наверняка, как выглядит тачка, такая с одним колесом, двумя ручками, и ты ее, собственно, катишь до отвала. Тебе накидали грунта, оттуда по возможности вытащили весь материал, ну и, соответственно, пустую, уже лишенную находок землю ты везешь до такого пригорка, где лежит все, где лежит отвал. Ну, по сути, то, что у тебя остается на руках, там, находки, ты складываешь в конце дня в тачку, везешь в лагерь, и это разбирается уже на керамичке. Это еще одно направление, куда можно податься, заниматься керамикой. Там в основном сидят люди, которые тоже предпочитают проводить время в тени, предпочитают проводить время в лагере. Если вдруг тебе нехорошо после рабочего дня, такое бывает, солнце очень активное, напекло, на следующий день у тебя есть возможность все-таки оказаться полезным и посидеть на керамичке, помыть ту керамику, которую там вчера, позавчера из земли достали. Примерно так. Что твое любимое? Лопата. Я люблю копать. Есть еще такая штука, как кайло. Да, это как раз такие вещи в мультиках у гномов было. Вот знаешь, когда Белоснежка и 7 гномов, они идут по дороге, вот у них вот эта штука длинная. Вот это как раз то самое. Это кайло. Если нужно разрыхлить очень твердый и не поддающийся лопате грунт, вот это вообще супер тема. Ну, поехали. Куда не забирай? Ой, погнали, парни. Вот это